Всех приветствую на канале. В данном видеоуроке покажу, как вязать красивые треугольные мотивы, используя ваши маленькие клубочки, либо просто прикупив вашу любимую пряжу, из которых можно сделать плед. И в процессе вязки покажу, как их соединять между собой. Итак, приступаем. У меня в работе это маленькие клубочки Ярнард джинс пряжи, где акрил наполовину с хлопком и крючок номер 3. Итак, приступаем. Итак, делаем кольцо амигуруми. Вытягиваем петлю и провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Далее в кольцо мы провязываем 3 столбика с одним накидом. Первый столбик, второй, третий. Провязываем 2 воздушные петли, это наш угол. И далее мы провязываем 5 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. 2 воздушные петли, третья наша грань. Так, 1, снова 5 столбиков с одним накидом. 2, 3, 4 и 5. 2 воздушные петли, и вот эта грань, она у нас не полная, здесь только 4 столбика, поэтому довязываем еще один и закрываем ряд. Еще один столбик, стягиваем наше кольцо и 1, 2, 3 в третью петлю соединительной петлей мы закрыли наш первый ряд. То есть у нас будут треугольники. Итак, переходим к вязанию второго ряда. Набираем 2 воздушные петли, не 3, и вяжем, смотрите, накид, рельефные выпуклые столбики чередуются с вогнутыми. Первый у нас выпуклый рельефный столбик, провязываем, делаем накид, следующий вогнутый, то есть мы вот так вот его берем, снова выпуклый столбик рельефный, и в уголках мы провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, снова 2 столбика с одним накидом, и снова мы чередуем рельефные столбики. Смотрите, первый у нас будет выпуклый, потом идет вогнутый. Снова выпуклый рельефный столбик и вогнутый. И снова выпуклый. Угол, как обычно, мы провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. И проделываем то же самое. Вот эту сторону провяжите самостоятельно, а я покажу, как довязать и закрыть ряд. Итак, мы провязали и третий угол, и вот здесь наше начало вязания. Нам останется провязать только выпуклый рельефный столбик и 1, 2 во вторую петлю мы соединительной петлей закрываем второй ряд. Вот 2 ряда, всего у нас будет 5 рядов. Причем в процессе вязания 5-го ряда мы сразу будем присоединять мотивы между собой. Я вам покажу, как это делать. Начинаем 3-й ряд, 2 воздушные петли. И снова провязываем наши выпуклые вогнутые столбики, чередуя их. Сначала выпуклый, потом вогнутый рельефный столбик. Из угловых мы тоже чередуем. То есть их было 2 угловых. Мы сначала
вогнутый, потом провязываем выпуклый. И угол снова провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. Раз и 2. И снова начинаем выпуклый, вогнутый. Выпуклый, вогнутый, то есть мы постоянно их чередуем. Выпуклый, вогнутый и последний выпуклый столбик. Угол провязываем как обычно. То есть это у нас 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. Раз, два. Оставшуюся грань провяжите самостоятельно. И покажу, как закрыть третий ряд. Итак, довязываем наш третий ряд. Мы провязали третий угол и снова чередуем. Сначала выпуклый, потом вогнутый рельефный столбик. Все, провязываем вот этот. И раз-два во вторую петлю соединительной. Все. Видите, у нас даже незаметно никаких следов перехода. Переходим на четвертый ряд. 2 воздушные петли и снова чередуем наши выпуклые вогнутые столбики. И угол снова провязываем точно так же. Это уже когда мы перейдем на 5-й ряд, мы немножко по-другому будем вязать. Так. Из угловых снова делаем выпуклый, вогнутый. В угол провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли. Раз, два. И снова 2 столбика с одним накидом. Снова из 2 угловых сначала будет выпуклый, потом вогнутый. И далее снова мы их чередуем. Они постоянно чередуются. Вот здесь уже они явно видны, как их вязать. Выпуклый, вогнутый. Выпуклый, вогнутый снова. Так, выпуклый. И из угловых снова мы просто чередуем вогнутый и выпуклый столбик. Угол провязываем точно так же, как обычно. 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. Довязывайте этот ряд самостоятельно, и мы переходим на завершающий 5-й ряд. И сразу в процессе вязания покажу, как присоединять такие же мотивы. Итак, довязываем 4-й ряд. Выпуклый, вогнутый столбик. 1, 2, 3, 4 и 5. Так, 4 и 5. Соединительной петлей во вторую. Раз, два. Все. Да, ваши квадратики, они будут вот такой вот формы. И плед тоже, он будет вот такой 3D формы. При желании, конечно, их можно разгладить, но сама суть в том, что вот они такие рельефные. Итак, переходим на последний ряд. 2 воздушные петли.
выпуклые вогнутые столбики вяжем до угла. В уголочке мы уже не будем делать воздушных петель. Если вы вяжете первый треугольник, то, понятно, вы провязываете его самостоятельно, а уже второй и последующие вы сразу в процессе вязания можете присоединять друг к другу. Вот. Угол мы теперь просто провязываем 4 столбика с одним накидом. 2, 3, 4. Так, провяжем еще эту сторону, выпуклые вогнутые столбики. И когда будем вязать вот этот угол, мы вот эту сторону присоединим к нашему основному полотну. То есть вот здесь просто провязывайте, чередуем, как обычно. Так, если первый треугольник, то просто в уголок провязываем 4 столбика с накидом и дальше обвязываем стороны. И здесь то же самое, 4 столбика с накидом и закрываем ряд. Но мы сразу присоединяем. Поэтому мы угол провязали первый столбик, второй столбик, вытянули петлю. У меня уже связаны вот таких два треугольничка, соединенных красиво между собой. Поэтому вот смотрите, угол мой здесь. Да, 1, 2, 3, 4. Я захожу под третью петлю. Так, да, в эту сторону буду идти. Вытянули петлю, провязываем в угол третий столбик, вытянули под следующую петлю полностью, вытянули. И четвертый столбик вытянули, опять же под петлю, захватили нить, вытянули. Теперь мы снова провязываем рельефные столбики и вот так вот каждую петлю протягиваем, и выпуклые и вогнутые я соединяю так. В описании я оставлю еще один способ соединения. Это когда вы просто навязали несколько треугольников и уже тогда все вместе соединяете в общее полотно. Можно так. То есть это же на любителя, как вам больше нравится. Но мне кажется, что так удобнее сразу при вязании соединять в одно полотно. Вытянули, то есть каждую петлю, ничего не пропускаем и не путаем. Смотрите, какая получается у нас место соединения какое. Итак, я иду к центру и покажу, что делать в центре. Итак, смотрите, мы снова провязываем угловые петли. Мы провязываем первый столбик, вытянули, не забываем их тоже, как раз они к центру будут идти, и второй столбик. Все, 2 столбика угловых, видите, к третьему у нас уже присоединена следующая грань. И здесь они у нас угловые без воздушных петель, поэтому уже не присоединяя, а просто провязывая еще 2 угловых столбика. Далее у нас снова идут, мы довязываем выпуклые и вогнутые рельефные. Так, и я, чтобы каждая сторона у меня была ровной, я просто сразу обрезаю нить и вытягиваю, потом иду под петлю, которая соединяет у меня первый и второй столбик. Вот первая, вторая, и вот петля, которая между первым и вторым столбиком.
И делаю красивый такой вот ну, красивую искусственную петельку. Вот так вот. Все хвостики на изнанке прячу, чтобы каждая грань у меня была одинакова для дальнейшего красивого соединения. Ну, вот как-то так получается. Вот они три соединены между собой. Как я и говорила, они вот такие рельефные. В этом и есть вся фишка вот этих треугольников, вся красота. По желанию, конечно, можно и разгладить, но они должны быть именно вот такими рельефными и в процессе вязания соединяться между собой. Если была вам полезна своим видеоуроком, от вас, пожалуйста, лайки. Всем пока-пока.